Здравствуйте! Сегодня мы свяжем вот такую пчелку-брюлок. Для этого нам понадобится 3 вида пряжи: желтая, белая, черная, немножко черной пряжи обычной для носика, розовая пряжа, буквально пару сантиметров, ну не пару сантиметров, сантиметра 20-30 для наших розовых щечек. Глазки, они где-то 10-12 миллиметров. И само кольцо для брелка, чтобы держался наша пчелка. Также понадобится крючок. Я буду вязать 3 миллиметра. Хотя эта пчелка связана 4 миллиметра, она немножко больше, чем получится у нас при вязании. Размер пчелки можно увидеть на моем коротком видео, которое я уже выложила на канал. Берем нашу желтую пряжу, делаем кольцо и в кольцо мы набираем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Можем немножко подтянуть. Шестой, седьмой и восьмой. Можно затянуть нитку. Дальше делаем 8 прибавок. То есть каждую петельку провязываем по 2 столбика. Раз, два, раз, два, это 3-4 провязали, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дальше делаем также 16 прибавок в третьем ряду. Раз. Я поставлю маркер. Я себя знаю, я смеюсь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы делаем 7 столбиков прибавка, повторяем 4 раза. И в пятом ряду делаем 8 столбиков прибавка, повторяем 4 раза. Четвертый ряд, 7 столбиков, 1 прибавка. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7. Делаем прибавочку. В одну петлю провязываем 2 столбика. Далее также 7 столбиков прибавка, еще 3 раза. И в пятом ряду мы провяжем 8 столбиков прибавка 4 раза. И встречаемся на шестом ряду. Провязали 5 рядов. Шестой ряд вяжем 3 столбика прибавка, повторяем 10 раз. То есть вяжем раз, два, три. И в четвертом мы вяжем 2 столбика. И так до конца ряда 3 столбика прибавка, еще повторить 9 раз. И встречаемся на седьмом ряду. Провязали 6 рядов. Теперь с 7 по 17, 11 рядов мы будем вязать по 50 столбиков. При этом первых 5 рядов мы провяжем желтой пряжей, затем 4 ряда мы поменяем нитку на черную, и оставшиеся 2 ряда мы провяжем желтой ниткой. Так, провяжем сейчас самостоятельно 5 рядов и встречаемся, когда будем запускать черную нитку. Провязали 4 ряда. Теперь следующие 4 ряда мы должны провязать черной ниткой. Для этого мы вытягиваем желтую нитку и провязываем уже черной. Так. Кончик небольшой, чтобы потом завязать и закрепить, оставим. И 4 ряда просто провязываем черной ниткой по 50 столбиков без накида. Провязали черной ниткой 4 ряда. Итого у нас получается 14 рядов провязано. Теперь 15-16 ряд мы должны провязать желтой ниткой. Для этого меняем нитку нашу, вытягиваем черную петельку и провязываем желтой. И теперь 2 ряда вяжем без изменений по 50 столбиков желтой ниткой. Черную можно обрезать и закрепить один кончик и второй кончик. Как вы видите, данная пчелка меньше, чем исходная. Все из-за того, что разные крючки. Это 4 мм, это 3 мм.
Можно взять средний, тогда пчелка будет средняя между вот этой и вот этой, что у нас получится. А мы привязали 16 рядов. Теперь 17 ряд, у нас будет 3 столбика убавка. Повторить должны мы это 10 раз. То есть свяжем первый столбик, второй столбик, третий и четвертый, пятый столбик провязываем вместе. Это будет наша убавка. И так повторяем дальше 3 столбика убавка еще 9 раз. Так, привязали мы 17 рядов. Чуть совсем не забыла о глазах. Их нужно вставить, так как мы уже закругляемся. Глаза наши вставляем по центру где-то. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. 4 ряда. Вот это один. Так, 1, 2, 3, 4. Вот, чтобы ровненько было. 1, 2, 3, 4. Где-то вот здесь вот будет второй. Чтобы наша пчелка. Так, это я 1, 2, 3, 4. Это вот этот ряд. Так, вот. Вставили наш классик. Вот. Получается. Теперь закрепляем. И будем дальше вязать. Один. И второй. Так, опа. Все, закрепили. Теперь будем вязать в 18 ряд. В 18 ряду мы делаем 8 столбиков убавка. Повторяем 4 раза. И 19 ряд мы делаем 7 столбиков убавка. Также повторяем 4 раза. И встречаемся на 20 ряду. Провязали 19 рядов, набили нашу игрушку. Так как вязание наше уменьшается, теперь 20 ряд мы вяжем 16 убавок. То есть каждые 2 петли провязываем в один столбик. Первый. Второй. Третий. Четвертый.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дальше 21 ряд мы также вяжем 8 убавок. То есть, в принципе, до конца нашего вязания мы поднабиваем игрушку и закрываем убавками. То есть, следующий ряд будет 8 убавок, потом 4 убавки, потом уже как получится. Закрыли убавками наше вязание. Можно обрезать ниточку, вытянуть. Ну, а теперь его спрятать уже непосредственно в нашем шарике. Получилось. Я закрепляю. Пару раз обычно так провязываю. У меня ниточка длинная, можно было покороче обрезать ее. Вот наш шарик пчелки готов. Связали тело нашей пчелки. Теперь нам нужно связать крылышки. Одно я связала, такое маленькое. Будем вязать второе из белой нитки. Для этого в кольцо набираем 6 столбиков. Раз, два, три,
4, 5, затянем, 6. Далее делаем 6 прибавок, то есть в каждом столбике, в каждой петле провязываем 2 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Теперь в третьем ряду мы делаем 12 прибавок, то есть также в каждом петле провязываем по 2 столбика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Сделали 12 прибавок. Теперь провяжем просто 6 столбиков, чтобы наше крылышко было более вытянутое. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. То есть оно получается такое более вытянутое, не такой круглой формы. Соединительный столбик делаем. Можно обрезать нашу нитку. Вытягиваем его на эту сторону. Я завязываю так слегонька. Вы можете спрятать. Делаем немножко короче, потому что я их буду прятать внутрь нашей пчелки. Так, одна, вторая. Вообще в идеале можно посадить будет на клей, но я уже как неделю забываюсь купить его. В идеале можно вообще приклеить, но я уже как 2 недели забываю купить его. Так, начинаем с нашего кольца. Наш переход, смещение мы оставляем внизу, чтобы сверху было все красиво. Теперь нам нужно определить центр, чтобы оно было, хотя если вы хотите, можете и сбоку. Я нашу пчелку делаю по центру. Определяю вот наши глазки, вот это, то есть где-то здесь я должна буду
продеть нашу кольцо. Возможно, у кого-то пришивное, у меня оно на карабине. Так, самое сложное теперь продеть его, чтобы оно было достаточно ровно. Я его за соседнюю хочу, тогда лучше. Ну вот, вот так вот будет, мне оно нравится. Теперь с одной стороны карабина и со второй стороны нам нужно пришить наши крылышки. Вы можете их приклеить, если вам удобнее. У меня нет клея. Пришивать я буду обычными белыми нитками. Вот, посмотрите, я его продела, получается, вовнутрь спрятала нашу ниточку беленькую. Теперь берем нашу бесцветную белую нитку, заводим ее сбоку, я ее вытягиваю в середине, оставляя здесь конец, чтобы потом можно было завязать, и просто стежками пришиваем нашу крылышко. Шить я очень не люблю. Наше крыло держалось. Теперь со второй стороны делаем то же самое со вторым крылышком. Протягиваю наши ниточки вовнутрь. И теперь пришиваем.
крылышки наши держались. Возвращаемся обратно к нашему первому крылышку. Еще буквально одну. Выводим там, где заводили нашу нитку, здесь все. Связываем. Врезаем. Прячем нашу ниточку в вязании. Вот. Крылышки нашей пчелки готовы. Теперь будем вязать, прошивать остальную часть мордочки. Белки, щечки и носик. Шьем обычной черной ниткой носик. Вводим снизу. Носик я делаю обычно посередине, между глазок. Просто небольшой черный штрих. Вводим даже откуда выводили черную нитку. Вот небольшой штрих. Я обрезаем нашу нитку, завязываем и прячем в вязании. Вот уже повеселее. Теперь возьмем белую нитку, той, что вязали крылышки. Я этой же отмеряем приблизительно вот такой кусочек нам понадобится.
будем вязать белки для наших глазок. Также вводим нашу нитку чуть ниже глазика, петельку, берем и чуть выше петельку вставляем, и с обратной стороны нашего глазика мы выводим. Единственное, что мне нужно взять на одну петельку ниже. Так. Я просто спустилась на одну петельку, потому что с этого будет слишком высоко, а отсюда в нижнюю петельку мы проводим и выводим в той же петельке, что и заводили нашу нитку. Так. Опа. Немножко подтянем, чтобы они были равномерно. Вот наши белочки. Даже много оставила. Обрезаем. И прячем. Вот наша пчелка. Делаем розовые щечки. У меня когда-то осталось немного розовой плюшевой пряжи, и я буду делать щечки. Даже не отрезаю от мотка. Потом по факту уже определимся. Нужно сделать небольшой штрих здесь и с этой стороны. То есть мне нужно вывести нитку сюда. То есть заводим снизу, где-то здесь, можно даже вот здесь. Делаем небольшой легкий штрих. Наверное, вот здесь. С этой стороны глазиком выводим. Хопа. Вот. Розовая наша. И с этой стороны немножко по диагональке тоже. И выводим наше основание. Так. Шестенько. Смысл, что мы не обрезали, сейчас затягиваем. И ниточку можно обрезать. Минимальный расход. И прячем.
нашу розовую нитку. Наша милая пчелка готова. У меня ушло где-то 2 часа времени на нее. Это со съемкой. Реально ее можно связать быстрее. Как видите, она меньше, чем вот эта. Все зависит от того, каким крючком мы вязали. Это 4 миллиметра, это 3 миллиметра. Поэтому решайте сами, как лучше вам вязать. Если брать 3,5, то будет средняя между вот этой и вот этой. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что, буду отвечать.